Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и на повестке дня у нас опять болгарка и обработка древесины. Вся история началась с того, что когда дом бревенчатый отделывался сайдингом, получилось так, что под рукой не оказалось ни одного диска для обработки древесины, а один венец торчал настолько, что выходил за обрешетку для крепления сайдинга. И его надо было снять. А под рукой дисков для древесины нет, есть только по металлу, есть по бетону, трески плитки, сегментные, сплошные, все. Ну, ими же древесину резать не будешь никак, а подлезть ничем другим просто невозможно. Стамеской какой-то там можно было там убить несколько дней. И, в общем-то, родилась такая вот интересная идея, которая в последующем легла в основу моих нескольких роликов, в которых я рассказываю, как из диска лепесткового сделать чашку для обработки древесины. Но изначально, в общем-то, в принципе, это был вот такой вариант. Вот у меня болгарочка, я использую вот такую шайбу, которая вот сама руками защелкивается, все очень удобно. Не будем рекламировать, отведем. А старая шайбочка вот такая вот, она у меня практически никак не используется. Что я сделал? Надо было снять торец древесины. Взял вот такие тогда саморезики. Просто вот сюда их вкинул. И так далее. Не было просто больше вообще ничем работать. Поэтому это было дело по случаю. Но такой лайфхак может быть кому-то пригодится. Потом мы вот так вот их вкрутили. Просто закрутили. В общем-то. И зажали. То есть они здесь зажимаются как-то. Так вот они выглядят в шайбе. Ну, поскольку они очень близко к этому, насколько их сильно зажимать вообще не имеет никакого значения. Потому что, то есть вот уже ключ какой-то не применишь никак. То есть, ну, такая вот штука получается. Поскольку они близко к центру вращения, угловая скорость даже при максимальной, если у вас нерегулируемая болгарка, она все равно будет минимальной. И, в общем-то, ничего опасного в этом, сильно опасного, вообще не существует. Ну, конечно, всегда технику безопасности надо соблюдать. И как мне пишут в комментариях, она говорит о том, что не ставь саморезы в болгарку. Но эта ситуация меня, в общем-то, спасла. И поэтому, даже вот смотрите, они дожаты, может быть, даже не до конца, но зажал руками, вот как смог. Сейчас попробуем показать вам, что она может. То есть, как видите, она снимает древесину довольно-таки шикарно. Образуется вот такая вот стружечка. Все, в общем-то, в принципе, так красиво. Саморезы все на месте. Никуда они не отломаются, никуда они не денутся. Вот они, просто на этой шайбе. Шайба, вот, спокойно даже. Куда она не делась. Вот, откручиваем. Вот, вываливаем. Можете их даже куда-то теперь закрутить. Ни один не обломался, не затупился, ничего. Работа сделана. То есть я не призываю для того, чтобы вы этим обрабатывали древесину.
Но если у кого-то какая-то ситуация возникнет, такая, что где-то надо что-то вот так вот спилить, а у вас под рукой нету диска по дереву, то вполне такой лайфхак годится к использованию. И, в общем-то, я не считаю его опасным. Считаю, что человек, который думает, он всегда найдет способ сделать работу. Говорится, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Поэтому, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, смотрим видео дальнейшее с саморезами. Ссылки будут в описании на те диски, которые уже сделаны с саморезами, которые реально работают. И, в общем-то, они уже не являются для меня лайфхаками, они просто у меня в работе, и я ими просто работаю. До новых встреч, подписываемся, ставим лайки, обязательно пишем комментарии, обсуждаем. До свидания.